Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге 2025 года я собрал 7 лучших ноутбуков для учебы и работы. Писать курсачи, делать презентации, копаться в таблицах, серфить в браузере, работать с текстом и все остальное в таком духе. В рейтинге расскажу, какие в ноутах стоят экраны, матрицы, процессоры, автономность, сколько памяти и другие детали. В основном ноутбуки недорогие, от 30 до 60 тысяч рублей, есть только одна топовая модель за 150 тысяч рублей. Уточню, все цены актуальны только на момент записи видео. Если захотите узнать актуальную стоимость или, например, почитать отзывы, в комментариях и описании я оставлю ссылки на каждый ноут, чтобы вы сразу перешли куда надо. А сейчас только попрошу поставить лайк, подписаться на канал и давайте начнем. На 7-м месте Acer Extensa 15. Это рабочий ноутбук без лишних понтов с тем, что действительно нужно для учебы и офисной рутины. Начнем с экрана. Диагональ 15,6 дюйма. Разрешение Full HD. Матрица IPS. Цвета не кислотные, вполне адекватные, как раз чтобы смотреть видео, читать тексты и работать с таблицами. Углы обзора широкие. Если сесть немного сбоку, все равно видно нормально. Под фильмы, зумы, лекции и курсачи в самый раз. Теперь про начинку. Тут стоит 4-ядерный Ryzen 5 7520U. Это не зверь, но и не улитка. Серфить в браузере, крутить таблицы, писать Word, запускать Zoom, работать в нескольких вкладках – легко. Adobe Photoshop для простой работы тоже потянет, но вот серьезный монтаж или 3D – это явно не про этот Acer. У ноута 16 гигабайт оперативки. Жирный плюс – можно держать кучу вкладок открытыми и не бояться зависаний. А SSD на 512 гигабайт шустрый и вместительный, и винда летает, и места хватает для учебников, видео и проектов. По автономности тут средняя. Батарея на 40 Вт в час. Этого хватит примерно на 5-6 часов офисной работы или учебы, если не выкручивать яркость на максимум. В режиме видео на полной яркости чуть меньше. Заряжается батарея до 2,5 часов. То есть для пар и рабочего дня у розетки нормально, а вот если брать в дорогу на весь день, может понадобиться пауэрбанк или адаптер под рукой. Корпус пластиковый, матовый, так что отпечатки почти не остаются. По ощущениям, крепкий, не скрипит. Веб-камера простенькая, для видеозвонков при хорошем освещении хватит. И набор портов хороший. Есть и USB-A, и USB-C, и HDMI. Можно подключить все, что нужно, и без переходников. На 6-м месте топа стоит Chuwi CoreBook X. Это не самый известный игрок на рынке ноутбуков, но внутри он таит приятные сюрпризы. Особенно если ищете компактную, легкую и прилично укомплектованную машину для работы и учебы без лишней переплаты за бренд. Это один из самых дешевых ноутов в рейтинге. Первое, что цепляет – экран. Он 14-дюймовый с нестандартным разрешением 2160 на 1440 пикселей. Это больше, чем Full HD, так что картинка здесь действительно четкая. Матрица IPS. Углы обзора широкие, смотреть кино, листать презентации или работать в графических редакторах удобно. Соотношение сторон 3:2. И вот это реально удобно для текста и веба, потому что вертикально помещается больше информации. Но для видео это не идеально. Сверху и снизу будут черные полосы. Теперь по производительности. Тут установлен Intel Core i5-1035G1. Он спокойно тянет офисные программы, браузеры, почту, Zoom, YouTube. Все одновременно. Даже легкий монтаж видео и базовый Photoshop ему по плечу. Памяти тоже с запасом. 16 гигабайт оперативки и 512 гигабайт SSD. То есть ноут не тормозит, быстро включается и не заставляет ждать при открытии приложений. Батарея на 46 Вт в час. Средненький показатель, но автономность нормальная. В реальности ноут держит 6-7 часов при работе с документами, браузером и невысокой яркостью. Смотреть видео можно около 6-7 часов. Заряжается часа за 2 с хвостиком. Можно работать и от розетки, и на ходу. Корпус алюминиевый, и это приятно. Не скрипит, не прогибается, выглядит аккуратно и даже солидно метров так с 3. Весит всего 1,4 килограмма, а толщина 18 миллиметров. Носить с собой легко, в рюкзак помещается, руки не отваливаются. 5-е место занимает Asus VivoBook 16X. У него 16-дюймовый экран на IPS-матрице с Full HD разрешением и соотношением сторон 16:10.
Вроде мелочь, но для работы удобно. В Word, Excel или браузере помещается больше текста по вертикали. Углы обзора отличные, картинка четкая, цвета сочные, глаза не устают. Смотреть сериалы, читать статьи, делать презентации – идеально. А вот для точной цветокоррекции экран не подойдет. Все же цветовой охват непрофессионального уровня. Теперь производительности. Здесь установлен AMD Ryzen 5 7430U. Это 6 ядер и 12 потоков. Для учебы, офисных задач, браузеров, Zoom и легкого фото- или видеомонтажа просто отличный вариант. Плюс 16 гигабайт оперативки и 512 гигабайт SSD. И ноут реально не тормозит, быстро включается, спокойно держит кучу вкладок и программ одновременно. Игры не его стихия, но простенькие вроде CS2 или Dota 2 можно запустить. Вентилятор работает умеренно, на полной нагрузке шумит, но не как пылесос. Греется, но не до талого, пальцы не обжигает. Батареи на 42 Вт в час хватает на день при умеренной нагрузке. В режиме офис плюс браузер около 6 часов. Если включить YouTube на полной яркости, 4-5. Заряжается примерно за 2 часа. Корпус пластиковый, но сделан аккуратно. Крышка не люфтит, клавиатура не прогибается под печатанием. По размерам в рюкзак влезает, да и на коленках помещается без проблем. Из приятного. Есть подсветка клавиатуры. Не самая яркая, но хватает для работы в темноте. Ну и тут же стандартная HD веб-камера для звонков и набор портов из USB-A, USB-C с HDMI. Четвертое место занимает Acer Aspire 5. Примерно из того же ценового сегмента. Это универсальный ноутбук, который подойдет и для работы, и для учебы, и для чего-то посерьезнее, вроде легкого монтажа или разработки. Экран здесь классический. 15,6 дюйма, разрешение Full HD, матрица IPS. Картинка четкая, углы обзора хорошие, цвета не инвертируются, как у TN. Для фильмов, презентации, работы в браузере и текстовых редакторах более чем. Яркости хватает для помещений, но под ярким солнцем придется прищуриваться. Процессор. Core i5-12450H. Это уже более серьезный чип. 8 ядер, 12 потоков с запасом для тяжелых задач. Он из серии H, а значит рассчитан не просто на офис, а на работу с ресурсоемкими программами. В паре с ним 16 гигабайт оперативки и быстрый SSD на 512 гигабайт. Все открывается быстро, вкладки не тормозят, даже Photoshop и Premiere запускается легко. Поиграть? Да, можно. На встроенной Intel UHD графике потянет что-то вроде Sims 4 или Valorant, но не стоит ждать чудес. Греется умеренно. В простое – тихо. Под нагрузкой немного шумит, но кулер не срывается в истерику. Батарея на 48 Вт-час. Неплохо. При умеренной работе выдерживает 6-7 часов. Если смотреть видео, тоже около 6. Полная зарядка примерно за 2 часа. В общем, стандарт для ноутбуков в этом классе. Не рекорд, но и не провал. Корпус частично металлический. Крышка алюминиевая, остальное пластик. Сборка хорошая, ничего не скрипит и не прогибается. Вес 1,8 кг. По размерам в рюкзак помещается легко. На столе занимает не так уж много места. Удобно брать с собой, если нужно работать в кафе, коворкинге или на парах. Тройку лидеров открывает Huawei MateBook D16. Тоже среднебюджетная альтернатива двум прошлым моделям. Экран здесь на 16 дюймов, с Full HD разрешением и IPS-матрицей. Соотношение сторон 16:10, что особенно удобно, если часто работаете с текстами, таблицами или кодом. Цветопередача хорошая, углы обзора широкие. Можно смотреть фильм вдвоем, не подбирая идеальный угол. Яркости хватает для помещения, но вот на улице под солнцем уже не так комфортно. Теперь про мозги. Здесь стоит уже знакомый Intel Core i5-12450H. Производительный процессор не из эконом-серии, подходит для сложных задач. Тяжелые таблицы, кодинг, монтаж Premiere на средних настройках тянет уверенно. В паре с ним 16 гигабайт оперативки и целый терабайт SSD. А это уже серьезно. Запускается быстро, приложение летает, места хватит и под проекты, и под сериалы. Встроенная видеокарта Intel UHD. С играми особо не разгуляешься, разве что простенькие вроде Dota 2 или CS на низкосредних. При сильной нагрузке ноут может шуметь, но не критично. Автономность – один из плюсов. Батарея на 56 Вт в час. При обычной работе браузер, документы, немного YouTube держит около 7-8 часов. Если нагрузить – 4-5 часов. Заряжается от USB-C до 2 часов. В дороге или кафе хватит, но зарядку лучше все же носить с собой. Ноутбук большой и кушает прилично. Корпус сделан из алюминия. Сборка крепкая, ничего не люфтит и не скрипит. В кафе или коворкинге такой выглядит солидно.
Клавиатура полноразмерная, есть цифровой блок, удобно для тех, кто работает с числами. Клавиши удобны, с мягкой белой подсветкой. Второе место занимает Samsung Galaxy Book 4. Это гвоздь нашего рейтинга. Я бы сказал, бизнес-ноутбук по цене хорошего макбука. То есть для тех, кто деньги не считает и в целом не заморачивается по поводу параметров. Если вам просто нужно одно из лучших решений на Windows, пожалуйста. Начнем с экрана. Он тут просто космос. 14 дюймов, разрешение 2880 на 1800, матрица AMOLED, да еще и 120 Гц. Яркий, насыщенный, цвета живые. Фотки, фильмы, даже рабочие таблицы выглядят приятно. Углы обзора отличные. Черный, реально черный, а не серый с натяжкой. Плавность картинки, как во флагманском смартфоне. Идеально для дизайнеров, контент-мейкеров, тех, кто любит комфортную работу за экраном. Минус – на улице бликует. Глянец все же, но дома и в офисе это не напрягает. Теперь заглянем под капот. Тут стоит Snapdragon X Elite X1E. Не совсем привычный Intel или Ryzen, а мощный ARM-процессор нового поколения. Работает шустро. Браузеры, Zoom, Photoshop, Figma, видео в 4К – все летает. 16 гигабайт оперативки хватает с запасом. SSD на 512 гигабайт тоже не подкачал. Быстрый, объемный, без тормозов. И главное, работает тихо и почти не греется. Даже под нагрузкой вентилятора не слышно. Очень крутая оптимизация ARM-платформы. Батарея на 56 Вт в час. В обычном режиме держит часов 12. Если гонять по полной, часов 7-8. Это прям один из главных козырей. Зарядку можно забыть дома и дожить до вечера. Заряжается через USB-C за 1,5 часа до 100%. Корпус алюминиевый, тонкий, приятный на ощупь. Вес всего 1,2 килограмма. Толщина 11 мм. Это реально ультрабук. Положил в рюкзак и забыл, что он там. Идеален для тех, кто много ездит, работает в кафе или на коленке. Клавиатура с подсветкой. Веб-камера 1080R. На созвонах картинка четкая, есть автофокус и шумодав. Ну а на первое место я решил поставить более доступный для большинства ноут. Honor Magic Book 14. У него и ценник лояльный, в районе 50 тысяч рублей, и параметры приличные. Цена-качество, как говорится. Это такой компактный ноутбук с экраном на 14 дюймов, Full HD разрешением и IPS-матрицей. Дисплей матовый, бликов нет, работать можно хоть в офисе под лампой, хоть на кухне под люстрой. Цвета приятные, без кислотных выкрутасов, углы обзора широкие. Для видео, работы в браузере, написания курсовой и даже редактирования фото – отлично. Яркости хватит для работы в помещении, а вот под прямым солнцем уже некомфортно. Процессор. Ryzen 7 5700U. На борту 16 гигабайт оперативки и SSD на 512 гигабайт. Офисные программы, десяток вкладок в Chrome, Photoshop, простенький монтаж – все тянет без подергиваний. Греется умеренно, но в жару или под нагрузкой запускается вентилятор, он терпимо шумит. В игры вроде CS или Dota 2 тоже можно, но без фанатизма. Графику придется подкрутить. А вот в тяжелые AAA проекты на ультрах не поиграешь, не тот класс. Автономность радует. 56 Вт-час батарея легко выдает 8-10 часов при работе в браузере, текстах и видео. Для учебы или поездок то, что надо. Заряжается через USB-C до 100% примерно за 1,5 часа. Корпус алюминиевый, приятный на ощупь и не собирает отпечатки. Вес 1,4 килограмма. Толщина 16 мм. Носить с собой – одно удовольствие. Клавиатура с подсветкой. Печатать удобно, особенно в темноте. Веб-камера обычная. 720R. Встроена над экраном, а не в клавишу, как раньше. За это отдельный лайк. Из портов. USB-C с зарядкой и передачей данных. 2 USB-A, HDMI и мини-джек для наушников. Все самое нужное есть. Переходники не придется искать. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.